Беспроводные наушники с запоминающимся и удобным боксом, приятным дизайном наушников, качественными материалами, удобной эргономикой, наличием активного шумодава до 35 дБ, режима прозрачности системы шумоподавления с 3 микрофонами, режимы низкой задержки для любителей поиграть в игры на смартфоне или планшетах и отличным качественным звучанием. Обо всем этом я прочел в рекламе к наушникам под названием Hello X1 Pro. Их продают уже давно, отзывов просто море, поэтому смотрим мой обзор и потом читаем, что там кто про них пишет. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, по моему мнению, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, Hello X1 Pro. Это беспроводные наушники, довольно неплохие, как вы видите. Интересное шумоподавление активно обещают, но коробку, как всегда, почта погнула конкретно. Низкая задержка в играх, 40 часов автономности с аккумуляторной батареей, то есть с боксом. Помимо этого, тачами управляются, никаких механических кнопок. 1K Reset, в течение 10 секунд вы нажимаете и сбрасываете наушники полностью. 3 микрофона для идеального звучания и черненькая коробочка. Это, скажем так, фирменный стиль от Hello. Что у нас внутри? Внутри мы имеем беспроводные наушники затычки, форм-фактора, вакуумные и бокс. Бокс самое интересное, потому что он габаритный. Как здесь это все выглядит? Вот так. Как-то он все туго. Интересно, как он открывается. Очень похоже, что Xiaomi со своими супер-мега наушниками украли у них идею, потому что Hello были намного раньше, а я так сильно хвалил Xiaomi. Вот такие вот дела. Но с другой стороны, Hello есть Xiaomi. Ничего не напоминает? Я думаю, напоминает. С боксом все это дело будет весить 46 граммов. Отдельно наушники будут весить 4,7 грамма один наушник. Бокс 41. Все очень просто. Наушники беспроводные. И, разумеется, здесь у нас будут амбушюры запасные и кабель для зарядки. Нет, ни на чем не сэкономили. Поэтому смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами, плюс еще и иногда эксклюзивным контентом. Помимо этого, я напоминаю, что iPhone 14 разыгрываю, OnePlus Nord N20 SE и еще несколько телефонов. Все условия в описании, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, кроме специальных. Перейдем же к наушникам. В продаже есть только черная расцветка данной модели. Дизайн бокса привлекательный, я бы даже сказал запоминающийся. Изготовлен бокс из матового пластика, материалы тактильно приятные и качественные. Габариты 65 мм на 51 на 24 мм. В кармане он не мешается, за время использования потертости он не собирал, что хорошо. Сборка расстраивает из-за самого механизма открытия крышки. Мне он не понравился. На корпусе расположили LED-индикатор, надпись Hello с логотипом, кнопку для сопряжения и разъем USB Type-C. Ура! Открыть одной рукой бокс можно, но не всегда удобно. Шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии не фиксируется, что такой приличный фейл, мы к этому не привыкли. Люфт как в открытом, так и в закрытом состоянии на борту и не маленький. И это тоже неприятно. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Далее, внутри расположили 2 глянцевых места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть, то много усилий прикладывать не придется. Извлекать наушники неудобно, только из-за крышки, которая постоянно захлопывается. Емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 2 часа 36 минут, как по мне долго, беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, что стандартно, саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к наушникам. Основная часть наушников изготовлена из матового черного пластика, а ножка с внешней стороны имеет серебристое покрытие. Дизайн интересный, вдобавок смотрятся они очень даже хорошо. Габариты небольшие, 35 на 19 на 20 мм. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой. Его габариты 6,5 на 4,8 на 3,2 мм. Сборка данной пары хороша. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки лично я не обнаружил. И уши не устают. Из ушей во время пробежки они не вылетают, что практически неудивительно для затычек. Далее на корпусе есть 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона на каждом наушнике, надпись Hello, маркировка Left и Right и сенсорная панель. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового
голосового помощника, ответ сброс вызова, включение игрового режима, переключение между режимами. Одиночный тап на борту, но ложных срабатываний у меня не было. Регулировки громкости, к сожалению, нет и вряд ли появится. На тапы наушники откликаются хорошо, команды сопровождаются системными звуками. Далее оснащены наушники динамическими драйверами. Активное шумоподавление до 35 дБ, работает оно неплохо, но мы помним, что 35 это не 40 и не 42 и не 45, как многие другие предлагают, но правда не в этом ценовом сегменте. В шумной обстановке, к примеру, на улице, у дороги или метро, разумеется, приходится выкручивать громкость на 70-80%, чтобы ничего вокруг слышно не было. Но при этом всем ANC показал себя хорошо. Переключать режимы, к слову, удобно. Режим прозрачности также на борту. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, комфортно. Во время пробежки с минимальной громкостью музыки окружающие звуки слышно. К примеру, звук машин можно услышать без проблем, что максимально хорошо для безопасности. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Мультипоинта, датчиков автопаузы, к сожалению, не завезли, как и анимации, но тоже неудивительно для Halo. Далее, емкость аккумуляторов наушников 45 мАч каждый, полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут. И это недолго. Отыграли они на 75% громкости у меня по кодеку AAC без активного шумодава, 7 часов 53 минуты, время автономной работы отличное, и его явно хватит любому, ну, во всяком случае, из тех, кого я знаю, тем более в таких ушах. Далее, водонепроницаемость не заявлена, еще один фейл в копилку, так же, как и отсутствие приложения. Топить, конечно, можно, но не стоит. Может быть, где-то они что-то и по поводу этого написали, но уже понимаете, что это наушники, которые вы не принесете в сервис и не скажете, вот, они должны были выдержать дождь. Bluetooth версии 5.2 почти последний, из кодеков на борту SBC AAC, через две стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом, комфортно и хорошо играть, приятно, за что отдельный плюс. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с системой шумоподавления справляются со своей задачей хорошо, сильного перегруза нет и голос искажается минимально. В целом для разговоров он хороший. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Halo X1 Pro. Мне нравится это бокс. Когда-то я его у Xiaomi хвалил, я думал, что Xiaomi первые, но нет, скорее всего, они взяли идею вот у этих малышей. Они у меня давно, кнопочка здесь приятная для сопряжения, Type-C-шник тоже. Конечно, материалы это не Xiaomi-шные, но и ценник в несколько раз ниже. Насколько хорошие микрофоны вы сейчас слышите и оценивать всегда вам. Смотрим. Звучание. Запаса громкости достаточно. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 75%. Звучание данной пары однозначно, как у всех практически ТВС-ок, вакуумных затычек, басхедное. Бас мягкий, упругий, средний бас здесь есть, ура. Высокие звучат отчетливо, середина имеет хорошую проработку. Баланс присутствует и каша появляется только если выкручивать громкость выше 95%. Детальности звучания достаточно, с вокалом данная пара справляется хорошо, как и с различными жанрами музыки. За свою стоимость они звучат отлично. Я более чем доволен данной парой в плане звука. Звук качающий, энергичный, ко всему еще сбалансированный и низкий, не залазит на остальные частоты. Вообще в этом смысле Halo молодцы. Совсем провальных наушников я не встречал, но опять же мне еще не попадался брак. Я уверен, как у любого производителя у них он тоже бывает. Из минусов, учитывая стоимость, отмечу только отсутствие водонепроницаемости официально у наушников и отсутствие приложения. Сборка бокса, конечно, тоже желает лучшего, но вот так. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Любой, кто оставит любой комментарий под роликом, огромное вам спасибо, вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и телеграм-канал Пользаграм, в котором мы постим друг для друга фотографии с различных девайсов. Притом и исходники тоже, так что не забываем подписываться и туда. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi Halo X1 Pro в данной ценовой категории, как по мне, отличный выбор, если вам нужны наушники с басхедным приятным звуком и простым управлением. Также я отмечу интересный дизайн бокса и наушников. Выглядит это дело действительно хорошо. Не забудьте
забудьте подписаться на канал, напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.